Всем привет! Джейсон снова на связи. В этом видео познакомимся с игровым комплектом MS-110 от компании Cooler Master, который состоит из клавиатуры и мышки, и главной особенностью которого является клавиатура с гибридными переключателями. Начнем знакомство с упаковки. Она здесь достаточно крупная, имеет стильный внешний вид. Помимо присутствующей на ней ключевой информации о данном наборе, в ней имеется вырез для тактильной оценки работы гибридных переключателей, что, как по мне, удобно для потенциального покупателя, так как его обязательно заинтересует тактильная разница между заявленным гибридным механизмом клавиш и классической механикой. Внутри коробки, помимо мышки и клавиатуры, также найдете руководство пользователя. В нем подробно расписаны все комбинации клавиш, используемые в данном комплекте. Итак, клавиатура имеет относительно компактный скелетон-дизайн в стиле классических 104-клавишных вариантов. Внешне выглядит строго и сдержанно. Корпус сверху пластиковый, но сама клавиатура, я бы сказал, имеет вес, и как видно там почти килограмм. На скручивание практически не реагирует, поэтому могу предположить, что внутри используется металлическая пластина. В общем, по качеству сборки корпуса у меня вопросов нет. Передний край кейкапа нижнего ряда находится на высоте в 34 мм от поверхности стола, а задний край кейкапа верхнего ряда находится на высоте в 42 мм. За счет прорезиненных по всей поверхности откидных ножек может быть приподнят на высоту в 54 мм. Передние ножки резиновые. Снизу пластик у клавиатуры имеет шероховатую поверхность. Раскладка представлена в классическом американском варианте с цифровым блоком, длинными клавишами Shift и Backslash, а также одноэтажным Enter и равнозначными клавишами Alt. Система антигостинг в данной клавиатуре может без проблем распознать до 26 одновременных нажатий. Клавиатурой я пользуюсь уже на протяжении 3 недель и никаких проблем с этим не замечал. Под длинными клавишами установлены стабилизаторы, и они неплохо справляются со своей задачей, но на пробеле придают дребезжание. Как я уже говорил ранее, в основе кнопок используется гибридный механизм, который производитель назвал Memcanical. В его основе классическая мембранная технология, дополненная пластиковыми элементами, которые дают линейное предсказуемое нажатие без клика и тактильной отдачи. Упругая сработка с плавным ходом клавиш получается приятнее, чем на простых мембранках, но гибрид, как по мне, все-таки это не совсем те ощущения, как от механики. Кейкапы имеют приятное софт-тач покрытие, и они здесь черри совместимые, так что если захотите, то сможете спокойно заняться кастомизацией внешнего вида клавиатуры. Функциональная клавиша, которая обычно подписана как FN, здесь обозначена фирменным логотипом Cooler Master. Привычные индикаторы режимов Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock дополнены еще одним – Game Lock. По комбинации клавиш FN плюс F6 он загорается синим и все клавиши блокируются. При нажатии FN плюс F7 индикатор становится красным и блокируется нажатие клавиши Win, что исключит случайное сворачивание игры из-за открытия меню пуск в среде Windows. Также с помощью тех сочетаний клавиш, которые вы сейчас видите на экране, можно воспользоваться мультимедийными возможностями. Подсветка клавиатуры состоит из 6 вертикальных RGB зон. Имеется 8 режимов, для переключения которых используется сочетание FN плюс F5. Для некоторых эффектов возможна смена цвета клавишами FN плюс F1. В настраиваемом режиме подсвечиваемая область выбирается по FN плюс курсор влево, либо FN плюс курсор вправо. Цвет выбирается из RGB палитры путем смешивания 3 базовых цветов. FN плюс F2 это красный, FN плюс F3 зеленый, FN плюс F4 синий. Полное выключение подсветки – короткое нажатие FN плюс Escape. При удержании этой комбинации более 5 секунд настройки подсветки клавиатуры сбрасываются в значение по умолчанию. По поводу равномерности и качества подсветки у меня вопросов нет. Считается все отлично в любое время дня и ночи. Кстати, при полном выключении ПК выставленные режимы подсветки клавиатуры и DPI мышки не сбрасываются. Провод у клавиатуры несъемный, достаточно гибкий, без оплетки, диаметр 4 мм. Длина 1,8 метра. Защита от перегиба имеется, ферритовый фильтр присутствует. Переходим к мышке. Она имеет практически симметричный дизайн и в целом подойдет не только для правшей, но и для левшей. Но нужно учитывать, что на левой боковине расположены 2 дополнительные кнопки. Верхняя часть корпуса мышки выполнена из приятного матового софт-тач пластика с немного шероховатой структурой.
Боковые части также матовые, но сделаны более гладкими, поэтому она может проскальзывать во влажных руках. Корпус мышки небольшой, а именно 117 мм в длину и 38 в высоту, поэтому в конкретно моем варианте мне удобно использовать хват пальцами. Для тех, кто использует хват коготь, думаю, тоже подойдет. Ладонным хватом мне и пользоваться неудобно. Вес мышки составляет 89 грамм. Колесико имеет резиновую накладку, оно достаточно информативное, отдельные позиции чувствуются, звук вращения не громкий, нажимается с небольшим усилием. Основные кнопки отделены от корпуса и имеют небольшой люфт. Кнопки удобные в использовании, клик легкий и четкий. Также сверху находится небольшая кнопка последовательного переключения режимов DPI, которых здесь 4, это 400, 800, 1600 и 3200. Боковые кнопки нажимаются четко и не болтаются. В основании приклеены 3 крупных тефлоновых ножки для уверенного скольжения по различным поверхностям. По информации и спецификации в мышке используется сенсор Pixar 5050, который номинально относится к начальному бюджетному игровому сегменту. Для работы и неспешных жанров игр он подойдет, но для динамичных шутеров не особо. Для подключения мышки к компьютеру используется кабель длиной 1,8 метра. Он несъемный и без оплетки. Имеется защита от перегиба на выходе из корпуса мышки, которая приподнимает кабель на несколько миллиметров над поверхностью стола, поэтому особо мешать он не будет. Ферритовый фильтр присутствует. Мышка оборудована подсветкой 3 зон. Колесико, логотип на спинке и боковины. Цвет логотипа и колеса синхронно меняется в зависимости от переключения чувствительности на предустановленные значения. Для управления подсветкой боковин предусмотрено несколько комбинаций клавиш. DPI плюс колесико меняют режимы работы подсветки. DPI плюс вперед – смена цветов. А DPI плюс назад – смена направления эффектов. Подводя итог, я бы сказал, что для любителей быстрых динамических дисциплин данный набор однозначно не подойдет, да и для любителей максимально дешевых девайсов тоже. В данном комплекте производитель старался в ограниченный бюджет собрать по максимуму все востребованные среди экономных игроков фишки, а также чтобы при этом набор не выглядел как что-то унылое рядом с современной игровой сборкой. Поэтому, если стоит вопрос взять относительно недорогой игровой комплект из клавиатуры на гибридных переключателях и мышки начального уровня, то к Cooler Master MS110 стоит присмотреться. Приобрести его в Украине пока нельзя, а вот в России его можно найти за 3790 рублей. Кому будет интересно, ссылочку оставлю в описании. На этом у меня все. Буду благодарен вам за лайки и комментарии под этим видео, а также за подписку, если еще не подписаны. Этим вы поддержите меня и мой канал на просторах YouTube. Всем удачи, добра, здоровья, хорошего настроения. С вами как всегда был Джейсон. Увидимся в новом видео. Покедова!